Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Райнхард, и сегодня мы поговорим с вами о том, как производить осеннюю посадку лилий. У нас сейчас вторая половина сентября. Сентябрь, в принципе, для наших климатических условий, для условий средней полосы и северо-запада является наиболее благоприятным временем для посадки лилий. У растений имеется еще достаточно времени для того, чтобы укорениться перед наступлением холодов. Для этого им где-то требуется 2-3 недели, в зависимости от сорта и садовой группы. Многие считают, что осенняя посадка лилий значительно превосходит весеннюю в том плане, что лилии уже успевают достаточно укорениться хорошо на новом месте до весны, и поэтому в следующем году цветение у них наступает раньше, чем у тех лилий, которые посажены весной. Да, вот существует такое мнение, поэтому имейте в виду, оно в принципе вполне оправдано. Сейчас во многих садовых магазинах и садовых центрах в продаже имеются луковицы лилий с ростками. Эти луковицы, у которых сбился период покоя, да, луковица начала свой рост, думая о том, что сейчас весна, а сейчас не весна уже, а в принципе осень. Поэтому, конечно, такая же луковица при посадке зацвести не успеет. Стоит ли брать такие луковицы? В принципе, стоит. Если это луковица какого-то красивого сорта, который вы давно хотели видеть у себя в саду, или на эти луковицы имеются приличные скидки, да, берите такие луковицы. Только помните о том, что посаженная луковица вот эта вот с ростком этой осенью, на следующий год она из земли не вылезет. Она следующий год пропустит и уже только через год покажется на поверхности и зацветет летом. То есть, допустим, если сейчас 2020 год вы эту луковицу сажаете, летом 2021 она у вас на поверхность не выходит, цветения никакого не будет, а вот уже летом 2022 эта луковица зацветет и уже порадует вас своим цветением, когда у нее уже восстановится ее биологический режим. Да, а сейчас вот период покоя сбитый, поэтому этой луковице необходимо время для того, чтобы, так сказать, прийти в себя. Поэтому при посадке таких луковиц, да, вот этот вот тот маленький росточек, который у нее уже образовался, его можно обрезать. Причем именно вот обрезать, не ломать, не выламывать, да, чтобы саму луковицу не повредить, а просто обрезать и посадить такую луковицу, как и все другие. Но, конечно же, при покупке луковиц следует отдавать предпочтение не таким проросшим луковицам, да, а все-таки лучше покупать те луковицы, у которых период покоя не сбит, которые росли в положенное для них время, да. То есть такие луковицы на следующий год обязательно вырастут и уже будут цвести. Нам не нужно будет ждать год еще, чтобы они зацвели. Вот такие луковицы, например, пришли и ко мне. Я их заказывал в этом году. Значит, здесь видно, что вот цветонос у них обрезан. Значит, совершенно точно эта луковица в этом году цвела. Сейчас она находится в состоянии относительного покоя, да. Соответственно, при посадке такой луковицы уже вполне точно я получу цветение на следующий год без каких-либо ограничений. Здесь присутствуют лилии различных садовых групп. Например, вот здесь вот у меня ла-гибриды, LA-гибриды, это лонгифлорум на азиатские. Здесь у меня присутствуют азиатские гибриды, карликовые сорта, которые заявленная высота 40-45 сантиметров. Есть у меня один сорт ОТ-гибрид. Есть у меня также одна лилия Мартагон. Вот одна луковичка заказана, там оранжевый цвет, у меня такой нет. И несколько штук азиатских гибридов, обычных самых, да, вот они, вот здесь 3 штучки у меня. И еще также вот решил попробовать, посмотреть, что из этого получится. Новинка селекции АОА гибрида, то есть лилии, полученные путем многоступенчатой гибридизации азиатских гибридов и восточных гибридов. Вот у меня здесь 4 сорта их. Названия еще неизвестны, да, это все-таки какие-то новинки, поэтому вот попробую вырастить их и посмотреть, что они будут из себя представлять. На что следует обращать внимание при покупке луковиц? Ну вот в первую очередь давайте разберемся. Луковица должна быть плотная, не вялая, не мягкая, а именно плотная, да? На ней не должно быть никаких гнилей и по минимуму повреждений, то есть в принципе она должна, так сказать, сиять здоровьем. Это вот первоначальный залог успеха, да, в выращивании этой культуры. Не забывайте об этом, то есть проверяйте ее прямо в упаковке, ее можно так слегка, не надо, конечно, так вот прям сжимать, ломать ее, просто на ощупь так потрогать, посмотреть, чтобы она была твердая, чтобы была здоровая, все хорошо.
Луковицы бывают разного диаметра. Вот лучше всего брать те луковицы, которые диаметром все-таки побольше, потому что зачастую так бывает, что также продаются и луковицы маленького диаметра. Вот такие луковицы, которые маленькие, они могут не зацвести на следующий год. Они, конечно же, стебель из земли у них выйдет, но они будут накапливать питательные вещества, будут разрастаться для того, чтобы зацвести впоследствии. Да? То есть у маленьких луковиц у них просто-напросто может не хватить внутри них питания для того, чтобы зацвести. Поэтому, если вы уж луковицы покупаете, смотрите, опять-таки, чтобы диаметр луковицы был побольше, где-нибудь, скажем так, порядка 7-8 сантиметров и больше, то есть не меньше. Мелкие брать не надо. После того, как вы луковицы купили, очень хорошей рекомендацией, поскольку это луковичная культура, да, является обработка луковиц в растворе какого-нибудь протравителя. Это может быть Максим, это может быть Витарос, это может быть фитоспорин. После того, как мы луковицы в этом растворе подержали, это где-то 30 минут, потом мы их оттуда вытащили, немножко подсушили, и, в принципе, луковицу уже можно сажать. Какие моменты следует учитывать при посадке? Вот в первую очередь давайте с вами осмотрим луковицу, да, особенно вот ее корни. Если имеются вот такие вот поврежденные, сломанные, сухие корни, мы их обязательно секатором вот так вот аккуратненько обрежем, да, они нам здесь совершенно будут не нужны. Молодые корни, которые луковица уже успела образовать, мы их, конечно же, оставляем, мы с ними ничего не делаем. Все другие сухие, пожелтевшие, сломанные, да, аккуратненько мы их с вами вот их секатором и обрезаем. Они нам здесь не нужны совершенно. Лишнее гниение в посадочной яме нежелательно. Вот. Белые молодые корешки мы с вами оставляем. Всю ту же самую операцию мы проделываем и с другими луковицами, да, то есть смотрим, вот эти вот хорошие белые молодые корни мы оставляем. Все сломанные и гнилые участки мы удаляем. Аккуратно секатором, да, чтобы при этом не повредить молодые корни. Вот. Теперь у луковицы остались только молодые, старые, больные, сухие, сломанные, мы все удалили. Луковица готова к посадке. Все то же самое я проделываю с другими луковицами. И существует еще один момент, это глубина посадки. В данном случае, поскольку это луковичная культура, мы можем пользоваться обычной формулой. Глубина посадки равна 3 высотам луковиц, то есть 1, 2, 3 отсчет от донца идет. Если луковица примерно где-то 4 сантиметра, то мы сажаем ее на 12 сантиметров. Вот если даже вы запоздали с посадкой, если вот, допустим, вы купили или приобрели луковицы где-то в октябре, то ничего страшного, сажайте их тоже, потому что нужная глубина посадки, она как раз-таки нам обеспечит удачную зимовку луковиц, да, на глубине почва не так быстро охлаждается и промерзает, как на высоте, то есть поэтому если вы на правильную глубину луковицу заглубите, скорее всего она у вас перезимует и вырастет на следующий год и зацветет, поэтому имейте это в виду. По поводу глубины посадки есть еще один момент, о котором я хочу упомянуть. Более оправданно даже иногда бывает глубокая посадка, то есть больше, чем на 3 глубины луковицы. Особенно это касается высокорослых ОТ-гибридов, да, вот наши красивые высокие лилии, которые чудно пахнут, их еще называют лилии-деревья. И другие высокие сорта, вот для таких растений оправдана более глубокая посадка, может быть даже где-то на 4 глубины луковицы. Почему это так? Поскольку более глубокая посадка, она, во-первых, луковица на большей глубине, она лучше перенесет морозы, это во-первых, а во-вторых, на посаженная глубже такая луковица, у нее будет образовываться больше стеблевых корней. Вот здесь у меня, к сожалению, уже не показать, хотя нет, вот здесь вот может быть видно, вот некоторые корешки от обрезанного стебля торчат. У луковицы ведь не только луковичные корни имеются, основные, да, у нее еще также имеются стеблевые вот эти корешки, которые ежегодно нарастают и ежегодно отмирают. Так вот, если мы эту луковицу посадим глубже, да, чем нужно, то, соответственно, и этих стеблевых корней у нас будет больше, что обеспечит луковице дополнительное питание и также будет надежно удерживать ее в грунте, да. Итак, что нам нужно внести в яму для посадки? На дно ямы мы с вами можем положить вот питательную смесь из компоста, хорошо перепревшего, только обязательно компоста где-то в течение 2-3 лет, и садовой земли. Соотношение такого грунта будет 1 часть компоста на 2 части садовой земли. То есть садовой земли мы добавим побольше. Все-таки в случае с лилиями, да,
Вот не стоит злоупотреблять органикой, если мы ее добавляем только в небольших количествах и только хорошо перепревшую, потому что луковица легко может подхватить какое-то грибное заболевание, которое там перезимовало. Помимо вот этой питательной смеси, мы в лунку еще также можем внести комплексное минеральное удобрение, где-то, чуть меньше столовой ложки, да, может быть, столовая ложечка без горки. Это может быть фертика комплексная, да, это может быть также азофоска, та же нитрофоска. Добавить ее в яму и компоненты перемешать. Если мы сажаем лилии на цветник с хорошо удобренной почвой, с глубоким плодородным горизонтом, да, то в принципе минеральное удобрение вот я добавлять не буду, потому что весной я так и так буду цветник удобрять комплексным минеральным удобрением, и все это питание весной и лилии мы достанем. Сейчас я только обойдусь вот такой питательной основой. Следующий момент, который еще нужно учитывать по поводу того, какие компоненты следует добавлять в яму, это принадлежность лилии к той или иной садовой группе. Здесь очень важно. Лилии азиатские гибриды, лилии ла-гибриды, лилии ОТ-гибриды, вот под них мы ни в коем случае не вносим золу. Да? Эти лилии предпочитают от слабокислой до нейтральной реакцию почвы. Вот под них еще можно дополнительно внести торф. Да? Это будет достаточно хорошей подкормкой для них, соответственно, будет создана оптимальная реакция почвы. Восточные гибриды и американские гибриды, они вот, как правило, очень редко бывают в продаже. Эти лилии предпочитают исключительно только слабокислые почвы, поэтому никакой золы тоже мы туда не вносим, да, добавляем побольше торфа, и даже в этом случае рекомендуется еще добавить хвойный опад из-под хвойных деревьев, да, чтобы создать вот ту самую реакцию почвы, которая требуется для роста этих лилий. Трубчатые лилии и мартагон гибриды, под них как раз-таки мы можем внести золу. Если вы их сажаете на какое-то новое место, где почва слабокислая, то сделайте обязательно известкование путем внесения, опять-таки, либо золы 150-200 грамм на квадратный метр, либо извести 250-300 грамм где-то на квадратный метр. Да? То есть вот именно только эти лилии, у которых цветок выглядит как граммофон, как такая трубочка, да, именно под них мы вносим золу. Под другие лилии мы золу ни в коем случае не вносим. И вот восточные гибриды, как я уже сказал, для них почва все-таки нужна чуть-чуть покислее, чем для всех остальных. Какая технология посадки? Давайте поговорим, как непосредственно посадить лилию вот на цветник. Итак, какова же технология посадки? На одной ямке, специально заранее подготовленной, да, мы вносим немножко вот этой питательной основы, о которой упоминалось. Компост плюс садовая земля в соотношении 1 часть компоста, 2 части садовой земли. В эту ямку внесли, в эту ямку также внесем, уплотним. Дальше на питательную основу мы насыпем песка и сделаем из него холмик. На этот холмик поставим луковицу лилии. В данном случае я вот сажаю ла-гибриды и аккуратненько распределим ее корни по этому холмику. То же самое я сделаю сейчас вот с этой ямкой. Насыплю в нее песка, сделаю холмик из песка и поставлю другую луковицу и распределю ее корни по этому холмику. Никакой свежей органики, никакого свежего навоза, никакого плохо перепревшего компоста ни в коем случае в посадочные ямы мы не добавляем. Это верный путь к гибели растений, если уж не гибели, то к их заболеванию. Вот об этом, пожалуйста, помните. Сами корни лилий мы также присыпем песочком. Вот эту и вот эту тут также. Так, теперь после того, как мы корни луковицы лилии присыпали, мы заполняем вот эту ямку. Сейчас где-то у меня здесь перчатки были, не хочу руки сильно пачкать. Мы заполняем вот эту ямку обычной садовой землей, которая была вынута при выкопке вот этой вот ямы. Ничего сюда больше в нее добавлять не надо. И вот так вот аккуратненько уплотняем. То же самое я сейчас сделаю и вот с этой ямой. Засыпаю ее той самой садовой землей, которая у меня была извлечена при выкопке вот этой вот самой ямки. После того, как мы посадили лилии, мы можем их чуть-чуть еще дополнительно слегка замульчировать вот этой самой питательной смесью, которую мы добавляли внутрь. Если да, в каких-то местах земля просела, то есть буквально чуть-чуть. И обязательно полить фитоспорином. Пока еще тепло, препарат работает, да, чтобы вода только не уходила.
Пока еще тепло, препарат работает, то есть он в какой-то степени подавит патогенные организмы, которые могут развиться и навредить нашим лилиям. Ну вот, в принципе, посадка завершена. Хочу отметить очень немаловажный факт. Это особенно касается тех лилий, которые посажены осенью, что такие посадки нужно мульчировать обязательно на зиму. Какие материалы могут подойти для мульчирования? Это может быть такой же некислый торф, это может быть перегной, как я вот уже сказал, что я буду мульчировать перегноем. Это может быть лапник, если где-то, может быть, ветром сломало ветки от хвойных деревьев, вы можете их использовать для укрытия вот этих вот посадок лилий. Также это может быть обыкновенный наш спанбонд, который мы везде используем. Поэтому вот об этом не забывайте. Если луковицы посажены в первый год, обязательно их чем-то нужно замульчировать или прикрыть, да, чтобы защитить от условий неблагоприятной зимы. Помимо лилий ла-гибридов, которые мы с вами вместе посадили, у меня еще в заказе было, как я уже говорил, одна луковица лилии, относящаяся к садовой группе ОТ-гибриды, и одна луковица лилии, относящаяся к садовой группе мартагон-гибриды. Вот на посадке этих двух групп лилий я бы хотел остановиться немножко поподробнее. Яму для посадки вот этой вот лилии, относящейся к ОТ-гибридам, я сделал значительно глубже той нормы, которые мы высчитываем по формуле 3 глубины луковицы. Почему это я так сделал? Я уже упомянул о том, что для высокорослых сортов лилий, в данном случае вот эти гибриды, это у нас заявленная высота у большинства сортов где-то 90 сантиметров и выше, там и 110 сантиметров тоже такое присутствует. Это достаточно высокие растения, поэтому под посадку таких лилий ямы рекомендуется делать глубже, для того, чтобы у растения развивалось больше стеблевых корней, которые находятся на самом стебле, не которые под луковичные корни, да, вот эти основные, но и стеблевые корни, чтобы их развивалось гораздо больше, для того, чтобы лилия получала как можно больше питания. Сооружение вот таких вот глубоких ям рекомендуется делать, в принципе, для всех лилий, которые цветут во второй половине лета. То есть такая посадка достаточно часто практикуется, и, в принципе, вот она себя оправдывает наличием хорошего результата. На дно ямы я внесу такой же плодородной земли, как я и вносил под посадку ла-гибридов. Компост плюс садовая земля в соотношении 1 часть компоста, 2 части садовой земли. Уплотню это. Все то же самое. На питательную основу я вношу песок. Делаю из песка холмик. На холмик точно так же устанавливаю луковицу, присыпаю корни луковицы песком, создаем такую некую песочную капсулу. Напоминаю, что она помогает предохранить лилии от развития различных гнилей в зоне донца и также создаст дополнительный дренаж. И опять-таки засыпаю эту яму обычной садовой землей, без добавления каких-либо других компонентов. Напоминаю о том, что для всех первогодных посадок лилий, при осенних посадках, да, нам необходимо произвести мульчирование. Мульчирование делается для того, чтобы защитить наши посадки от холодов, которые могут наступить в ближайшее время. Да, это касается особенно того, когда вы сажаете лилии в октябре. То есть посадки обязательно мульчируйте. Плюс ко всему, если вы мульчируете, вот как я, например, все цветники буду мульчировать перегноем в середине октября, соответственно, под это мульчирование попадет и посадка моих лилий, то в данном случае это еще обеспечит дополнительное питание для этой культуры, что тоже является немаловажным. Вот еще один момент, о котором я хотел упомянуть. Если вы, допустим, сажаете ваши лилии не на цветник, то есть в какие-то другие места, где почва изначально не подготовлена под выращивание этой культуры, вам необходимо произвести подготовку почвы для того, чтобы лилии могли на таких местах расти. Для этого что мы делаем? Мы перекапываем почву на глубину 35-40 сантиметров. Если она тяжелая, то мы добавляем по ведру песка, торфа и листового перегноя в качестве разрыхлителя этой почвы, да, на квадратный метр. Если почвы легкие, то в такие почвы мы добавляем с вами дерновую землю и торф, где-то тоже по ведру на квадратный метр. Также в такие почвы можно добавить минеральные удобрения. Либо это суперфосфат 100 грамм на квадратный метр, либо еще какое-то фосфорное удобрение. И калийные удобрения также где-то 50 грамм на квадратный метр.
Значит, вот это в том случае, если мы высаживаем лилии не на цветник. Если мы уже изначально с вами создаем хорошую питательную основу, вот посредством внесения тех или иных компонентов, да, то лилии в последующие 2-3 года в подкормках уже будут не нуждаться. Теперь давайте попробуем посадить вот луковицу лилии Мартагон. Хочу сразу отметить, что лилии, относящиеся к этой группе, предпочитают более глубокую посадку. Несмотря вот на такие размеры, яму я для нее приготовил где-то около 20 сантиметров. Луковицы предпочитают тогда, когда их высаживают глубже, чем другие цветы. Поэтому вот этот момент при посадке данных лилий не забывайте. На дно этой ямы я насыплю ту же самую питательную основу, которую я использовал и при посадке для других лилий. Слегка ее уплотню. И вот исключительно для лилий, относящихся к группе Мартагон гибриды, и для трубчатых гибридов рекомендуется в посадочную яму добавлять золу. Я вот горсть золы сюда внесу. При посадке лилий, относящихся к другим садовым группам, да, ни в коем случае золу не добавляйте, потому что там требуется немножко другая реакция среды, а именно вот для трубчатых гибридов и для Мартагон гибридов внесение золы в посадочную яму, оно очень даже желательно. Дальше все так же, как и всегда при посадке лилий. Песочек. Из песочка делаем холмик. На холмик устанавливаем луковицу. Корни луковицы засыпаем песком, создавая песочную капсулу. И засыпаем вот эту вот яму садовым грунтом, который был извлечен при выкопке вот этой ямы. Немножечко можно уплотнить. Какой момент хочу отметить? Не забывайте при посадке лилий о расстоянии, о рекомендуемом расстоянии при высадке этой культуры. Если вы высаживаете высокие лилии, то, соответственно, расстояние при посадке рекомендуется сделать 15-20 сантиметров, если вы высаживаете высокие сорта. Если вы высаживаете низкорослые сорта, то в данном случае вы можете обойтись расстоянием при посадке где-то 10-15 сантиметров. Да? То есть об этом необходимо помнить для того, чтобы соблюдать правильную, для того, чтобы обеспечить для растений надлежащую площадь питания, чтобы растения питанием друг друга не обделяли. Посадка лилий – вещь достаточно несложная. Соблюдая несложные правила, мы получаем хороший результат. Поэтому сажайте ваши лилии и обязательно украшайте ими свои сады. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.